Всем доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, это морской влог. Сегодня начнем с завтрака. На завтрак хочу приготовить, кроме обычной овсянки, фасоли, бекона, я хочу сделать болтунью с томатами и шпинатом. И дополнительно еще дам жареные яйца. Так что погнали все подготавливать. Первым делом делаю кофеек и приступаю к работе. А вы подпишитесь на канал, друзья. Первым делом мне надо разморозить шпинат, потому что он у меня только замороженный есть. Поэтому я его пару кубиков откладываю в мисочку и закину в микроволновку размораживаться. Вот так вот, 5 штучек хватит. Все, шпинат разморозился уже мягенький. Можно подготавливать остальные овощи. Чистим лук, нарезаем его кубиком и кидаем обжариваться. Затем буду чистить уже томат, также нарезать кубиком и обжаривать. А в конце добавлю яйца. Овсянка уже сварилась. Осталось подогреть фасоль и пожарить еще яичницу, глазунью. Все, можно снимать, жарю глазунью и завтрак готов. Все, друзья, все завтракают, так что и вам приятного аппетита. Не забывайте про вкусняшки перед просмотром моих роликов. И не забывайте про подписку. А мы погнали дальше. Уже заходим в порт. Через пару часиков уже будем в порту. На обед я хочу приготовить чечевичный суп со свининой, курицу в томате и рыбный гратен. Первым делом надо поставить воду и начать варить свинину на супчик, пока все завтракают. Погнали! Пусть себе варится, а я пока приступлю к маринаду курицы. Так, друзья, у меня вот такие вот тушки куриные. Я их сейчас просто разберу на 4 части где-то и буду мариновать. Маринад я буду делать несложный, самый простой. Весь вкус будет в соусе. То есть мы
мы их сначала запечем, затем зальем соусом и еще допечем, чтобы соус весь не выпарился. Вот так. Такие вот кусочки будут. Так что делаю это с остальными нужными. Для маринада курицы понадобится базилик, соль, перец, соевый соус, чеснок. Для тех, кто не знает, повторюсь, я просто чищу чеснок, закидываю его в чашу блендера, заливаю маслом, перебиваю до нужной мне консистенции и разбавляю до нужной мне консистенции. И все. Хранится до недели. Паприка и кетчуп. Так как это будет курица в томате, чтобы оно пропиталось томатным вкусом, я добавлю туда кетчупа еще. Буквально пару столовых ложек. Отлично. Теперь это все хорошенько перемешиваю и добавляю еще растительного масла. И после откладываю мариноваться. Свининка уже закипела, снимаю постепенно шум и сейчас засыпаю чечевицу. Все, полетела чечевица, тут у меня примерно 250 грамм. На выходе будет 5 литров супа. Сейчас она покипит. Тем временем я сделаю зажарку с морковки, лука и картошки. То есть я это все обжарю, дам цвет, дам корочку, а затем уже буду закидывать в суп. Погода шепчет. То ли дождь будет, то ли жара. Вообще непонятно. По поводу вот этой вот камеры Insta360 Go 3 хотел с вами вот поделиться. Прикольная штука, но нету 4К, стабилизация хуже, чем у Action Go 3, Osmo Action DJI Osmo Action 3. Есть откидной экранчик, но корпус не водонепроницаемый, только сама камера водонепроницаемая. Есть лимиты по объему памяти, то есть я не могу, если я где-то нахожусь вне компьютера, допустим, да, я не могу взять, вынуть отсюда карточку памяти, вставить новую пустую и записывать дальше. Нет, у меня здесь 128 гигов, и будь так любезен. То есть, как основная камера, но она вообще не практична. Батарея здесь тоже несъемная. И то есть, когда она разряжается, во-первых, да, ее хватает на 120 минут, а самой камеры на минут 20-30 максимум. И по фаст-чарджу она заряжается от кейса очень быстро. Но я не могу снять батарею, если она разрядится, и поставить новую. Такой момент, да, то есть приходится подключать к зарядке, ее заряжать, либо снимать от батареи, от пауэрбанка. То есть это окей. Здесь нельзя подключить микрофон. Совсем. То есть здесь нет возможности, когда ты подключаешь, там, я подключал, пробовал свой DJI мик, он его просто не видит. И самый огромный для меня плюс это то, что она маленькая и ее не видно на груди, к примеру. Все. Ну типа реально все. Единственный плюс, что она маленькая. Но после того, как я увидел, что вышла камера новая DJI, это Osmo Action 4, за те же деньги, я понял, что я лучше бы купил бы ее.
Там больше угол обзора, там больше объем аккумулятора, она работает при более экстремальных температурах, то есть там минус 60, плюс 40. И, ну блин, она практичней, она полностью водонепроницаемая. У нее улучшенная цветокоррекция, вроде там стабилизация, освещение, прям максимально все проапгрейдили с момента выхода третьей версии. И как-то я даже не знаю, ну, у меня просто теперь есть маленькая камера, которую я могу подцепить и незаметно что-то подснять. То есть ее реально незаметно там. Хоть на часы цепляй, хотя она не магнитится на часы, ну ладно. То есть там есть ремешок, я себе купил на Алиэкспрессе вот такой вот. Ты цепляешь ее вместо часов, то есть ты можешь вот так вот идти, делать вот такой вот подсъем, к примеру. Я могу ее, да, прицепить куда угодно, но то, что я как бы не учел, это то, что здесь все в нержавейке. Она не магнитится. Тут все в нержавейке, она не магнитится. То есть я не могу прицепить ни сюда, ни сюда, ни сюда ее. Никуда. Ни на поверхность, ни на стол. На кастрюлях и сковородках она не держится. То есть она начинает сползать вниз. Не знаю. Не знаю. Я думаю еще, как ее использовать. То есть я ее использую как бы во время нарезки. То есть если ее где-то подкинуть, там на вытяжку, например, можно, чтобы подснять какой-то кадр. Она легкая. То есть у нее два уже плюса. То, что она легкая, и то, что она маленькая. Все. Пока поделился с вами своим мнением. Если будет полезно, то пожалуйста. Просто она неплохая камера. Она достаточно неплохая. Она снимает хорошо. Она пишет хорошо звук. Но, блин, я могу за эти же деньги купить себе DJI-ку 4, где намного качественнее картинка, где есть стабилизация, где лучше звук пишет, лучше цвет показывает, передает. И я не знаю, ну как-то так. Она реально привлекла своим размером. Ну, как оказалось, для каких-то экшенов, да. Но вот для меня, например, для фудблогинга, не знаю даже. Потому что, ну, я ее использовал для барахолки. И плюс, ну, может, какие-то моменты я подснял там, где там я сыр натирал или там нарезал что-то. Но поверьте, я это мог бы сделать и на DJI-ку. Так что есть у меня маленькая камера, с которой я еще не знаю, что делать. То есть, может, ну, появятся какие-то мысли, идеи, как ее так интересно прикрепить, чтобы был интересный кадр, интересные такие ракурсы. Ну, посмотрим. Но да, это действительно удобно, когда ты ее просто магнитишь на грудь и все. То есть от первого лица снимаешь. Это реально удобнее, чем на DJI-ке, потому что DJI-ка тяжелая. Ну, по сравнению с ней, там 32 грамма или 37, сколько, не помню. То есть это реально удобнее. Ты себе просто ее примагнитил, и ты ее вообще не ощущаешь. Там футболку не тянет, ничего не отвисает, ничего вот это вот не переворачивается. И на фартук, например, сейчас ее удобнее цеплять, чем DJI. То есть она маленькая и легкая. Класс. За 470 евро. Обжариваю, даю цвет и добавляю картошку. Все, обжарил, дал корочку и пока снимаю. Сейчас закипит и буду пересыпать.
салатик сегодня просто бомбезный будет. Пекинская капуста, помидоры, сладкий перец, авокадо и сладкая кукуруза. Сейчас буду заправлять соль, перец и майонез. Для соуса разогреваю масло, буду обжаривать лук, а затем добавлю томатный соус. У меня есть соус в банке, очень вкусный. Я его хочу усилить еще луком и чесноком. В суп я добавляю бекончика, чесночка. И довожу до вкуса и снимаю. Обжаренный лук, чесночок. Так вот. Буквально, чтобы схватился, но не сгорел. И соус. Соус для пиццы. Такая вот огромная банка. Очень вкусный. Есть. Все, прогреваю. Добавлю еще базилик и тимьян. Прогреваем его. Супер. Все. Курочку ставлю в духовку. Соус откладываю, запечется курица, пересыпаю ее в гастроемкость, заливаю соусом, ставлю опять в духовку, чтобы это все вместе прогрелось, и буду выдавать тоже. Также на гарнир будут макароны, под рыбу будет рис. Так что можем ставить курицу и приступать к рыбке. Рыбу я сегодня буду готовить треску. Она у меня уже филированная. Для блюда, которое я буду делать, он называется гратен. Рыбно-томатный гратен. Выкладываю первый слой рыбы, нарезаю его порционными кусочками. Следующий слой это будут помидоры, и мы берем их, нарезаем напополам. Теперь необходимо подсолить и поперчить рыбку. И выкладываем сверху томат. И делаем заливку. Разбиваем 2 яйца. И добавляем сюда 200 мл сливок. Сливки, сметану. Есть. Перемешиваем. Также соль, перец. Вот такая масса получается. Ею заливаем наш рыбный гратен. Засыпаем все сыром. У меня это моцарелла. Так вот хорошо. Сверху. Обильненько. Есть. Вот такая вот красота получается. И теперь ставим в духовку 180 градусов примерно 20-25 минут. Оно должно пропечься, сыр должен расплавиться и подрумяниться. Так что погнали. Можно доставать уже и курицу. Смотрите, все подрумянилось шикарно. Курочка готова. Сейчас буду ее переставлять и заливать соусом. А тут, посмотрите на эту красоту.
Да вы шо? Так, друзья, давайте покажу, что это за красота. Смотрите. Рыбка, заливочка. Пахнет просто безумно. Так, поставил рис, ставлю макароны, заливаю соусом курицу и буду выдавать уже обед. Супчик, смотрите, какой получился, а? Нажористый. Посмотрите, какой мощный. Все, буду его выдавать уже. Паста готова. Так что вот такой вот обед сегодня. Приятного аппетита. Я пойду замываться, а ребята пойдут кушать. Друзья, все уже поели, гратен рыбный просто на ура зашел. И я сейчас буду замываться, так что увидимся с вами на приготовлении ужина. А сегодня на ужин у нас будет хот-доги и печеная говядина с пюре на гарнир. Говядину я замариновал в горчице, соевом соусе, соль, перец и чеснок. Предварительно ее обжарив на сковородке, я ее выложил на противень, на пергаментную бумагу, добавил туда воды, добавил туда морковь, лук, завернул это все в фольгу и поставил в духовку на 3 часа на 160 градусов. И теперь смотрим, что получилось спустя 3 часа. Получился наваристый бульончик. Посмотрите, какая она мягкая. Просто щупом, посмотрите. Мясо тает. Смотрите. Рассыпается. Бульончик я не выливаю. Я его буду подавать вместе с ним. Мяско нарежу. Сейчас я его заверну и оставлю, пусть отдыхает. А затем уже нарежу, залью сверху бульончиком и как раз под пюрешечку, друзья, это что-то с чем-то. Так что давайте готовить дальше. Еще надо начистить картошку на пюре, сварить ее и сделать хот-доги. Так, поставил картоху на пюре, подсолю и пусть себе варится. Тем временем можно поставить булочки, я буду делать хот-доги с багетов, поэтому поставлю багеты и буду подготавливать уже, возьму колбаски и это все будем собирать. Так, картоха уже готова, поэтому я ее сейчас буду пересыпать и взбивать. Уже со сливочным маслом. Со сливочным маслом, уже с молоком. Осталось только попробовать. Empty венчик. Вставляем венчик. Самый простой способ сделать пюре. Просто закидываем это все в тестомес, ставим венчик и перемешиваем. Пробуем. Такое вот воздушное получается. Идеально. Просто идеально. Конечно,
оно не полностью без комочков, то есть комочков здесь прям минимальное количество. Если прям без комочков, то через сито, пожалуйста, можно перетереть. Все, высыпаю, обжариваю сосиски на хот-доги и буду их уже собирать. Потому что булочки уже готовы. Друзья, давайте покажу вам, какая говядина получилась. Во-первых, смотрите, какая она сочная. Она блестит аж. Во-вторых, она просто тает. Смотрите. Вообще без усилий разрывается. А вот этот вот жирок, вот эти вот сухожилия, это самое вкусное, когда вот оно вот так вот растушится. Сочная, обалденная. Посмотрите. Слушайте, может, можно это все дело растушить, взять чиабатту, разрезать ее, сделать как чикагские сэндвичи, или как они называются, когда вот такое вот растушенное мясо с бульоном так вот берут ложкой и накладывают в булку. Я думаю, получится просто магически. Ладно. Приступаю к хот-догам. Все, можно собирать. Соус. Сосиска. Все, хот-доги в духовке. Салат стоит, пюре стоит, говядина стоит. Сейчас расплавится сырок на хот-догах и выдаю ужин. Так что всем приятного аппетита! Все, друзья, ужин готов. Так что не забывайте подписываться на канал. Не забывайте покупать мерч. По всем вопросам пишите мне в Инстаграм. И всем огромное спасибо за просмотр. До встречи в новом ролике. Готовьте со вкусом, друзья. Увидимся.